Всем привет, с вами Андрей. Сегодня очередная серия охота за сокровищами. Иду на барахолку, осталось совсем немного. Пройдемся, посмотрим. Буду показывать по возможности все. Но, как вы понимаете, я сегодня один, так что больше, наверное, по моей теме. Если что-то будет интересно, конечно, вам покажу. Посуда, фарфор. Многие темы мне надо еще изучать. Потому что про все я знать не могу. Где-то я буду ошибки делать, потому что только учусь, читаю, информацию собираю. Так что давайте пройдемся, посмотрим, и может быть что-нибудь сегодня интересное куплю. Так что погнали. Вот в таких ящиках все лежит. И часы, украшения, все вперемешку. Тут надо быть настоящим экспертом, чтобы понять, где просто жестянки всякие, а где есть действительно что-то ценное. Монетка. $2, я так понял, или... Почему тут иероглифы стоят сверху? Гонконг. Прикольно. Ну вот я посмотрел, сколько монета стоит. Это $2. Цена по годам. Ну, в принципе, все в районе 1 евро. Так что таких монет выпускали очень много. Там 22 миллиона, 30 миллионов есть. Народ уже вовсю ходит, смотрит. Кстати, вот сколько барахла привозят. Старые холодильники, телевизоры. Все это здесь стоит. Но, кстати, между прочим, все это раскупается быстро, так как многие вот эти все электроприборы уходят на Африку. Приезжают люди с большими машинами, грузят и на корабли увозят. Так что это все быстро уходит. Старый утюг, посмотрите, интересный. Ну, вы знаете, да, как раньше пользовались утюгом? Вот сюда засыпали угли, закрывали и гладили. Так, это фирма Siemens. Наверное, какой-нибудь старый измерительный измеряли ток. Так, я утюг брать не буду, потому что у меня их 3 штуки, до сих пор продать не могу. Это куда-нибудь как декорацию можно будет поставить, но они тяжело продаются. Вот эта лошадка симпатична. Was kostet? 10. Ich kann das 8 geben. 8 евро. За 8 возьму. Смотрите, прикольная лошадка. Она мне понравилась. Хоть она не сильно старая, но она интересная. Беру. Поскакали в сумку. Даже вот продают, видите? Но уже можно выкинуть, но все равно будет лежать и ждать своего покупателя. Как вам? Это же можно на цепочку повесить, носить. Да.
Немецкая марка. 89 год. Сегодня, ребята, я мешу грязь, видите? На неделе были морозы, сейчас все подтаяло, и это все превратилось вот в такую лужу, как вы видите. Так что все ради того, чтобы что-то интересное найти. Смотрите, сразу вам показываю сундук интересный. Старый сундучок. Видно, под инструменты использовался. Обалдеть. Ключи лежат, но это не интересно. А вот что это такое? Какие-то металлические пластины. Сама коробка интересная. Написано Бразилия, 25 штук. Может быть, это коробка из-под сигарет или из-под сигар. Так. Вот кукла, да? Большая. Пластик. Новый год закончился, а декорации до сих пор продают. Прикольно, Дед Мороз так лежит, еще рукой машет. А это какой-то индийский Дед Мороз. Папье-маше, они такие легкие. Was kostet 2 евро. За 2 евро можно купить себе на следующий год куда-нибудь поставить его, положить. Наверное, возьму, он мне понравился. Раньше шапки продавали вот в таких картонных круглых коробках. Это видно или на заказ, или очень дорогая фирма производила шапки женские. Хотя я надеялся увидеть здесь цилиндр. Но я думаю, что это, наверное, 50-е, 70-е года. Давайте посмотрим. Так, это магазин модной женская одежда. Даже есть вот этот номер 3381, Гамбург. Вот такие шапочки раньше покупали модницы из Гамбурга. Посмотрите. Правда, уже это можно все выкинуть, так как коробки они намокли и все это мокро. А так интересно, конечно. Вот посмотрите, красивые, да, коробки были. Меховые шапки. Вообще красота. Так, ну вот такой подсвечник можно купить. Was kostet? 20 евро. Хочет. Ну, как-нибудь в следующий раз куплю. Посмотрите. А рядом лежат детские сандали, наверное, такие с мехом. И коробочка. А здесь вы видите целый джазовый ансамбль, собранный. Как они вместе соединились. Так, в интернете уже посмотрел, вот такие фигурки стоят примерно, так, сделано в Китае, ну, где-то 70-60 евро стоят. Даже вот певица есть. И на удачу 10 центов можно взять. Ну, это товар такой, знаете, скажем, специфический. Купить можно, а вот продать, тут уже возникнут вопросы. Это надо, чтобы кто-то любил джаз и собирал вот такие фигурки.
Тут, видите, старенькие игрушки. Все в ящике вместе лежит. А клавиатура, наверное, самая первая, которая появилась в 80-х, может, еще и раньше. Но вот декорация разная. И все на этом, да, по-моему? Вот старый подстаканник, наверное, или пепельница. Хотя нет, пепельница, она, наверное, была бы тут. Для сигарет были бы такие выемки, а их нет. Вот это тоже прикольная находка. Это переносная газовая горелка. Ей, конечно, пользовались, но она в оригинальной упаковке еще лежит. Турм 38. Вас костит? 35 хочет. 35. Но это дорого. Да, дорого, это старость, лет старость. Но опять же, это только для тех, кто собирает и коллекционирует такие предметы. Здесь, конечно, придется потратить время, чтобы что-то найти. Тут все очень старое. Видно, что вещи лет по 50-60 лежали где-нибудь на чердаке. Вон и картины, посмотрите. Послевоенные. Ну вот неплохой такой аппарат. Это, наверное, весы. Копилка старенькая. Ну ничего, так смотрится красиво. Ваза декоративная. Тоже, наверное, цену попросит, чтобы в интернете дешевле купить, чем у него. Так, а это уже старая пепельница. Сразу видно по специальным вот этим. Но они такие, знаете, старые, что, наверное, 50-е, 60-е года. Мессинг, как они говорят. Тоже дорого попросит. А это ключ от города, если что. Или от замка. А, это не ключ, я понял. Это открывашка. Сейчас я вам покажу. Вот эта часть снимается. И там штопор. Все, я такие уже видел. Видите? Вот раньше как красиво было. Ну, в интернете они около 20 евро стоят. Сейчас прошу, сколько? Купил я эту открывашку за 4 евро. В принципе, неплохой декор такой. Главное, что он старый и необычный. Я в интернете смотрел, когда искал наподобие. Там были штопоры, но они были без ключа. То есть, как обычно, вот эта часть, где закрывается штопор, он всегда теряется. А тут, как ни странно, оказались обе части в хорошем состоянии. Так что идем дальше. Здесь продавец уже делает распродажу. Сейчас конец барахолки, и он все свои вещи продает за 1 евро. Хоть что выбирай и покупай всего лишь 1 евро, потому что, видно, никто не берет, и людей сегодня мало пришло, так что надо избавляться от товара, и это все на руку покупателям. Так что 1 евро, и он сейчас орет. Хожу, смотрю, но пока ничего интересного не нахожу. Вот все это валяется, там валяется, здесь валяется. В основном одно барахло, ребята. Не зря же называют ее барахолкой. Посмотрите, в оригинальной упаковке щелкунчик лежит. Вас костит? 30.
30. Но за такую цену можно купить в интернете. Пока я смотрел вот этого щелкунчика, подошли полицейские, тут ходят сегодня и проверяют бумаги. Ну и они спрашивают ваши документы. Оказывается, у половины продавцов документов нет. Так что сегодня целый рейд полицейских здесь. Наверное, сейчас вот почему люди быстро уезжают и собирают свои товары. Видно, увидели, что полицейские ходят по базару. Короче, облава, ребята. А многие, наверное, здесь находятся на нелегальном положении. Жесть. Целый ящик открывашек разных, штопоров. Вот такой же ключ-штопор. Видно, кто-то раньше собирал. Всякие разные, посмотрите. Но это хорошая коллекция, потому что даже бутылки закупоривать. Такая пробка декоративная, интересная. Вот еще одна такая же пробочка есть. Красивые, необычные. Ну вот это такая интересная винтажная вещь. Микрофон Philips. Это прошлый век. Кстати, напишите, как такие штекера назывались. У меня в голове крутится, но я забыл. Как же они назывались? Блин, а. Короче, жду в комментариях ваших названий. Я ими пользовался, когда переписывал с одного магнитофона на другой. Уже давно такие штекера не видел. Тут нечаянно заметил такие фигурки религиозные. Они, кстати, старые на вид. Иисус и младенец, мать, ангел, волк. Тут, смотрите, целая коллекция. Надо посмотреть, сколько они могут стоить. Ну вот и все, моя прогулка заканчивается. Еду уже домой. Неплохо так сегодня погулял. Я покупаю вещи, которые, на мой взгляд, мне интересны. То есть я доверяю своему чутью. Вот думаю, что вот эта вещь можно хорошо продать. Не обязательно она должна быть антикварная или какой-то старая. Она должна быть необычной и мне нравится. Вот по такому методу я покупаю эти вещи и продаю. И как кто-то мне даже писал, что ты как Плюшкин собираешь всякое барахло. Я ему уже этому человеку ответил, что это барахло уходит быстро. И не обязательно это барахло должно быть дорогим. Оно может быть дешевым, но я знаю, что оно уйдет быстро. Я его продам. Потому что принцип купил, продал. Чтобы они не лежали там год. Какое-нибудь дорогое, да, кольцо или какие-нибудь бусы там дорогие. И ты будешь их год продавать. Лучше взять деревянную лошадку и через день-два ее продал, и все, потому что она быстро уйдет. Много людей любят лошадей, котиков и других зверей, и это быстро уходит. Так что это хороший товар, тем более из дерева, и это ручная работа. Это же деревянная лошадь, она будет цениться, возможно, больше, чем какое-нибудь там ожерелье какой-нибудь известной фирмы. Да, по цене, конечно, лошадь меньше будет стоить, но она у меня уйдет быстрее. Также мне понравились фигурки вот эти Иисус, Мария, волхи. Это интересная тема. Если эти фигурки до 45-го года, то это вообще просто находка. Тогда они быстро уйдут и за хорошую цену. Так что с вами был Андрей. Подписывайтесь на канал. Всем пока.